Всем привет! У нас идет вторая неделя континентальных боссов. И в данном ролике рассмотрим босса Бион Фрея. Здесь будет три варианта команд. Одна команда будет через Ледяной Взрыв и два варианта через Неустрашимых. Все коды будут в описании. Для начала рассмотрим, что вообще у нас делает этот босс. Получается, у нас модификатор урона на каждый заряд сопротивления или невосприимчивости к оглушению дает нам один стак увеличения атаки на 1,5%. Действует бессрочно и суммируется до 50. И также все участники двух сторон, находящиеся на центральных клетках, наносят на 45% больше урона. Пассивка босса получается следующая активированная после навыка простая атака вызывает рев, который на протяжении 3 секунд действует как насмешка для врагов в радиусе действия. Радиус действия получается квадрат, ромб 3 на 3. И также наносит дополнительный урон молнией. Также дает щит ему на 6 секунд. И когда мы бьем по щиту, этот урон не идет в статистику. Также у него боевой. Он накидывает на нас оглушение на 3 секунды. В квадратике 3 на 3. И ульта. Тоже тут оглушение. И он кидает на себя усиление защиты. Поэтому ульта довольно-таки такая противная. Да и вообще босс, в принципе, очень такой вредный. Первый вариант команды будет у нас через Ледяной Взрыв. Так, я, получается, возможно, бил не с той аурой, но тем не менее. Вот сейчас прям автобоем ударил. В группе у меня скриншот лежит, там было 480 максимум. И рассмотрим уже саму команду. Тут нам понадобится обязательно питомец сундук с ускорением. И дальше уже таланты на урон, какие сможете поставить. У меня вот тут один, в принципе, лишний, но заменить его мне пока что нечем. Нету свитков, все потратил, поэтому как-то вот так. Тайминги я использую на этой команде вот такие. Тут у нас получится 16,3 откат. В Виньяре тоже ставим 16, чтобы не было такого, что Виньяра съехала. Ну, такое под конец может произойти. И мы не сможем реализовать то, что должны, потому что при таких таймингах у нас босс получается, если фейлов никаких не будет, то он даже не использует свой боевой навык. Из важных моментов, но опять-таки они очень решаемые, если собрать 100 ускорения на Виньяре, ну это чисто вот рунами, там пробудами и так далее, то все это у нас происходит до его боевого навыка, потому что она успевает ультануть до его боевого. Если у вас не получается собрать 100 ускорения, в принципе тоже решение есть. Их два, либо мы ставим часы, это первый вариант, либо мы пропускаем вот этот боевой и как бы ничего страшного, пусть он там здесь ударит, и тогда у нас в моем варианте у нас цикл будет здесь находиться. Если ускорения у вас недостаточно, то цикл будет просто происходить здесь. По факту мы просто пропускаем вот этот боевой. Между часами и этими рогами оленя я бы все-таки выбрал рога оленя и пропустил бы просто первый боевой. Как бы ничего страшного не произойдет, просто цикл будет чуть-чуть дальше идти. Все, по экипировке у нас билдель, шанс крита, мифики. У меня, к сожалению, перчатки нету на шанс крита нормально. Мне пришлось вообще на крит урон ставить, потому что она сковки. Вот такая перчатка. Да, это хреново, что она на крит урон, а не на шанс крита, но нормальной перчатки у меня другой нету. Сова у нас вот такая. Кстати, вот это можно будет... не, нормально. Все, она у меня, в принципе, чем-то напоминает одежку рука. Чисто в допы я ее собираю. Шанс крита, крит урон, артефакт вот этот, потому что, нам профитнее дать больше шанса крита белки, нежели просто поставить артефакт на КУ, потому что
преобразования коэффициенту белки. Ну, короче, профита будет больше, если дать именно шанс крита. Вот такая вот у меня сова. Тут тоже, видите, короче, просто неважно, что у нас основной стат. Главное, это именно доп статы. Ну, кроме перчатки и вот этой руны, потому что они дают крит урон. Тут без вариантов. Все остальное, это, допустим, тут крит урон, да, значит максимум шанс крита ловим. Тут тоже крит урон, значит максимум шанс крита. Руна, броня, все это не важно. Какой основной стат, главное допы. Тут также чисто по допам выбрал. Как-то вот так. Зорок в заливе, ну и сундуком. Эта перчатка не принципиально, просто из-за того, что более-менее статы. Почему на атаку и вообще тоже также один из важных моментов это я из-за того, что у меня вот этот мифик есть, я должен брать от кого-то атаку, и это был Зорок. Но Зорок не должен перегонять Билдель. То есть, ну, просто близко вот к ней подобрал атаку. И получается, она от него ее берет. Также Виньяра, вот такая у меня. Вот этот мифик на ней. В идеале, да, еще как-то по хп подобрать, чтобы щит висел именно на Билдель, который кидает Виньяра. Соответственно, можно там что-нибудь придумать. Допустим, сюда. Ну, вот этот мифик на шине, он как бы и есть, но можно было Виньяре бы дать, допустим, на усиление урона под щитом. Я этого не сделал, потому что у меня у Фригунды очень мало здоровья. И если я начну вот эти все статы ворочать, то я очень много потеряю, и вот этот бонус от щита просто себя не окупит. Поэтому вот такой вот я сделал выбор. А так, если у вас получается сделать у Билдель меньше всех хп в команде, тогда, конечно, на Виньяру лучше одеть сет на урон от щита. Так, тут по экипировке вроде как все разобрались, все понятно. Код будет в описании, можете ввести его и каждую шмоточку рассмотреть. Второй вариант команды это, опять-таки, для тех, повторяюсь, у кого вкачана связь стихий на молнию, на деф, на урон и последняя ветка, там где урон и уклонение, потому что живут очень плохо. Я, допустим, этой командой не живу. У меня Настя падает, сколько бы ей дефа не давал, она просто умирает. Ну и, в принципе, всем достается очень больно. Если у вас связь стихий вкачана, эта команда, в принципе, при пятой Женевьеве, у меня она без пробуд, но я ориентируюсь по скриншотам, которые видел на Китае. Вот там 700 с чем-то, 800 можно набивать. Но, опять-таки, вкачанная связь. Работает все это именно вот так, как я расскажу вам. Гришнар у нас будет стоять здесь. Он, получается, агрит Бьонфрея на себя. Бьонфрей в эту клетку не становится. Он идет сюда. И тем временем Настя и Гуинавир прыгают на вот эти клетки и занимают их. То есть босс у нас не стоит на клетке, на которой он наносит повышенный урон. А эти две клетки занимают наши герои. Все, босс их минует, потому что он побежит вот сюда. И где-то вот здесь они будут стоять с Гришнаром там махаться. Это первый важный момент, момент расстановки. Также они все стоят вокруг Гиллиан. Гиллиан в сопротивлении, и она его раздает. Также вот этот мифик, который также увеличивает сопротивление. Все, ну и 300 просвещенности, в принципе, хватает. Вот такая у меня Гиллиан получилась, неплохая. Едем дальше. Гуинавир у меня чисто в крит урон. Ну, крит урон, шанс крита, вот такие таланты, все в мификах. Ничего особенного. Сапру я ей не давал, потому что на нее будет кидаться еще усиление от Гришнара, плюс Гиллиан раздаст, и этого, в принципе, хватает. Гришнар у меня вот такой, точность и куча сопротивления. Также вот этот талант берем. С помощью его мы будем снимать, получается, усиление защиты с босса. Это все мы в таймингах сейчас рассмотрим. Настенка у меня в этом сете здесь. Опять-таки, ни хрена не живет до конца. Даже вот там и дефа ей давал кучу. Ничего не помогает. Получается почти 2К защиты. Не живет и все. Ну, у меня Настя без пробуд.
Опять-таки, смотрите, если у вас вкачанная связь стихий, все, вы нормально живете, у вас там настенка с пробудами, мы берем вот этот сет, убираем нафиг и ставим уже мифики. Ну, в принципе, у кого Настя на пробудах, те уже, значит, давно ее играют, знают, как ее одеть. Тут уже мы рассказывать не будем. Ну и Тариол, он у нас в разломе, тоже сопротивление, вот этот мифик и сет на скорость атаки. Максимум шанс крит удара, вот эти таланты я использую здесь. Все, вот как-то так. Но опять-таки, ну и тайминг еще. У меня эта команда не живет, потому что я не качал связь стихий. У меня вкачано на другое. Пока что рано. Также по поводу тайминга. Почему именно все так? Получается, на 19 секунде мы сбиваем с босса усиление защиты. Поэтому Гришнар ультует именно в этот момент. Гиллиан ультует перед ультой, чтобы нас как раз и подхилить и накинуть усиление защиты, чтобы нам от ульты слишком больно не прилетало. Также, почему цикл у всех, да, многие говорят, типа, вот нафига, типа, можно ж не страхом сделать цикл меньше. Тоже сейчас все рассказываем, чего, почему, типа, почему не 18. Если мы сделаем 18, мы будем каждый цикл потихоньку съезжать на секунду, правильно? И когда мы дойдем сюда, как мы видите, босс рассеивает с себя негативные эффекты. Соответственно, Таривол, к примеру, ультанет вот здесь, кинет усиление, штраф к атаке, да ёпросто, штраф к защите кинет он, и босс его сразу же снимет. То бишь мы в разлом бить не будем. Поэтому цикл мы оставляем 19. Так по урону будет профитнее. Все, данная команда именно для тех, кто вкачал связь стихий. Так, и следующий вариант команды это для тех, кому, ну, может там билдель нету, либо билдель слабая, но неустрахи сильные. Есть еще вот такой вариант команды. Мы отказываемся от связи 5 стихий. Да и в принципе мы-то используем эту команду по той причине, что у нас не вкачана полностью связь стихий, и мы не живем. Поэтому есть еще вот такой вариант, некоторый довольно-таки прикольный. Расстановка, в принципе, почти та же, что и с Гришнаром, но вместо Гришнара у нас здесь будет Судха, Судха в разломе и в сете залива. Также Виньяра, такая же, как и у меня была на Ледяном взрыве. Тоже все то же самое сохраняется здесь. Суть точно такая же, все через сундук. И вот эта фишка с тем, что босс побежит на Судху, и наши два неустрашимых героя прыгнут вот сюда. Таривол теперь у нас также в сете на скорость атаки, но теперь кубок используем, потому что разлом теперь у нас Судха. Сопротивление у всех мы убираем, оно здесь теперь нам не нужно, потому что босс у нас ультовать не будет. Соответственно, Настю мы одеваем в мифики и Сапру тоже ей убираем. Даем просто кучу урона всякого. Все остальное, в принципе, осталось так же, как и было. Время навыка у нас вот такое. Для максимального профита также Виньяру циклим на 16. В принципе, сейчас сразу покажем вкратце, как вообще все это происходит. Вот у нас оба героя прыгнуло. И все. А здесь у нас происходит зацикливание. Получается, сундук кидает замедло в тот момент, когда у нас висит штраф к атаке. И все. Босс свои навыки не использует. Неустрахи спокойно себе стоят, наяривают. Чем прикольный данный вариант, что там, где мы использовали связь 5 стихий, у нас было, в принципе, 3 неустрашимых героя, но тут мы как-то пытаемся компенсировать тем, что у нас их теперь 4, да? У нас нет связи 5 стихий, но у нас 4 неустраха. Поэтому что-то как-то выкручиваемся и более-менее что-то получается. Также, опять-таки, я не знаю, сколько максимум может набить эта команда, потому что бывает очень часто Виньяра фейлит, и я не могу нормально довести до конца бой. Сколько там потолок, я не знаю. Возможно, они там наравне с пятой билделью будут бить. Вот, допустим, ледяным взрывом я бил, там у меня связь стихий вкачана на фул.
Тут нет. Соответственно, если урон подкачать, то команда будет бить, в принципе, даже больше, чем ледяной взрыв. Ну и плюс там-то у меня билдель 5 с артефактом. Это просто для сравнения вам говорю. Здесь, получается, Женевьева без артефакта. Вот, как я говорил, опять вот эта фигня 3%. Потому что сколько точности не дает, 3% шанс всегда есть, что что-то пойдет не так. Ну, собственно, вот так вот у нас все происходит. Такой вот расклад. На этом будем заканчивать. Все коды будут в описании. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.